Всем привет! Сегодня я к вам с кнафе. Кнафе – восточная сладость, очень вкусная получается в домашних условиях. И особенно, когда она не сильно приторная. Очень часто можно в восточных странах встретить приторную кнафу, но когда она вот в меру сладкая, это очень-очень вкусно. Готовится достаточно просто. Кнафе готовится с тестом кадаиф или тесто вот волосы. И по классике, как говорится, берется рикотта. Но если у вас нет рикотты, то очень вкусно получается из вот такого вот мелко рассыпчатого, мелкозерного творога. Поэтому запросто вот с ним можно делать. И добавляю я еще вот, это вот у нас как творожок без сахара, вот называется у нас белый сыр Гвиналована. Я его добавлю еще 100 граммов, творога 300 граммов, 50 граммов масла беру. И еще понадобятся фисташки, которые сейчас обжарю. И, конечно же, сироп. Начинка проще простого. Я взяла 300 граммов творога. Мы любим, когда много творога. Можно взять даже 200 граммов. И вот граммов 100 возьмите греческий йогурт. Йогурт без сахара. Просто какой-нибудь йогурт. Моцареллу можно даже сюда потереть. И тоже будет хорошо вкусно. Творог вот просто смешиваю с белым творожком. И добавлю 1 столовую ложку сахарной пудры. Вообще как бы не добавляют сладкого ничего вовнутрь. Но мне кажется, так вкуснее. Тем более я сироп делаю не 1 к 3. То есть 1 часть воды и 3 сахара. А наоборот, я делаю 1 стакан воды и половина сахара. То есть у меня сироп не будет сильно сладкий. Нам так вкуснее, не сильно приторно. Все, вот вам и рикотта, грубо говоря. Начинка готова. Фисташку поджарю. Этот десерт готовится очень быстро, я вам скажу. Тесто нужно немножко или порезать, или порвать руками. Оно не должно быть такое прям вот длинное, но и прям сильно, как в дубайский шоколад, допустим, мелко режется тесто, тоже не должно быть. Оно такое приятное на ощупь, это тесто мне прям нравится. Но его вот разобрать хорошо нужно, чтобы вот таких вот слежавшихся колокунов, или как они называются, не было. Мелко рублю фисташку, конечно, поджаренную, чтобы вкус фисташки должен раскрыться. Буквально 1,5-2 горсти. И сироп. 100 миллилитров горячей воды, 100 грамм сахара. Я вот размешиваю сахар, и то весь его выливать не буду. И последнее из подготовки: 50 граммов сливочного масла растапливаю, выливаю на тесто. И теперь нужно его вот так вот распределить, чтобы оно перемешалось и масло оказалось на всем тесте. И начинаю уже жарить. С каждой стороны жарю по 7-8 минут. Все делаю на медленном огне. Вот 10-20 граммов масла сюда. И напоминаю, с каждой стороны по 7-8 минут.
И вот со второй стороны через минут 6 я уже поливаю сиропом сладким. Обычно сиропом прям заливают вот всю сковороду кнафе. Ну, опять же, вот говорю, на мой вкус это очень сладко и приторно, и поэтому я этого не делаю. Вот так ложкой поливаю. И вот сейчас буквально сироп этот, водичка вот эта выкипит. И перекладываю уже на тарелку для подачи. И осталось посыпать только фисташкой. Чуть-чуть даю буквально остыть и разрезаем и получаем удовольствие. Вот такая красота получается. Очень быстро делается. Вот буквально полчаса и у вас все готово. Тесто мне это очень нравится в использовании. И в начинках, вот и в пироге, и в торте. Дубайский шоколад и вот кнафе можно делать хоть каждые выходные. Приятного чаепития. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.